Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я говорю не как врач и не как экспериментатор, а как женщина, которая внимательно изучает, как правильно выстраивать питание, когда речь идет о памяти, энергии и работе мозга. В этом видео мы разберем, что происходит с телом, если есть яйца каждый день, и почему вокруг них столько мифов. Это документальный разбор, что делать, в каком количестве, с чем сочетать и где скрыта главная ошибка. Уже в середине видео вы поймете, почему одни люди получают пользу, а другие — вред. Сразу поддержите канал лайком, так больше людей увидят эту важную информацию. Начнем с главного. Яйцо — это не просто белок, это концентрат холина, вещества, напрямую связанного с памятью и скоростью мышления. Но есть нюанс. Холин работает только при правильном фоне питания. Яйца нельзя есть в вакууме. Как надо, 1-2 яйца в день, не жареные до корки, а вареные или в виде омлета, на воде. Лучшее время — утро или до 16 часов. И вот интрига. Если есть яйца вечером, эффект может быть противоположным. Об этом почти не говорят. Если эта тема важна, напишите в комментариях яйца и обязательно подпишитесь. Дальше будет ключевой момент. Теперь народное сочетание, которое усиливает пользу яиц для памяти. Это яйцо плюс зелень плюс нерафинированное масло. Рецепт простой. 1 вареное яйцо, пучок петрушки или укропа, 1 чайная ложка льняного или оливкового масла. Есть медленно, тщательно пережевывая. Такой прием улучшает усвоение холина и витаминов группы В, которые отвечают за концентрацию. Важно не добавлять хлеб. Хлеб блокирует эффект. Именно здесь большинство все портит. В середине видео я покажу, как за 7 дней понять, подходят ли вам яйца вообще, не пропустите. И да, поставьте лайк прямо сейчас. Это помогает каналу расти. А теперь упражнение, которое обязательно делать, если вы едите яйца ежедневно. Оно простое, но критически важное для памяти. Сядьте ровно, поставьте таймер на 2 минуты. Закройте глаза. Медленно вращайте глазами по кругу. 10 раз вправо, 10 раз влево. Затем положите ладонь на затылок и сделайте 5 глубоких вдохов. Это упражнение улучшает кровоток к зонам мозга, где холин включает память. Делать 1 раз в день сразу после еды. Без этого шага питание работает в половину. Дальше я расскажу, кому яйца каждый день противопоказаны и как это понять без анализов. И вот момент, о котором молчат. Яйца могут усиливать воспаление, если есть скрытая нагрузка на печень. Поэтому раз в 3 дня я рекомендую мягкий народный напиток. Стакан теплой воды, плюс половина чайной ложки куркумы, плюс щепоть черного перца. Пить утром натощак. Курс 7 дней. Это не лечение, а поддержка. Именно в такой связке яйца начинают работать на память, а не против нее. Дальше я расскажу 14-дневную схему, после которой многие замечают ясность мышления. Обязательно досмотрите до конца и напишите, продолжать ли тему. Когда мы говорим о 14-дневной схеме с яйцами, важно понимать, результат появляется не сразу. Первые 3-4 дня тело только адаптируется. В этот период я всегда подчеркиваю, не увеличивать дозировку. Максимум 2 яйца в день. И только 1 за 1 прием пищи. Если съесть сразу 2, мозг не получит больше пользы, а вот нагрузка на сосуды возрастет. Документальные наблюдения показывают, стабильность важнее количества. Именно поэтому многие разочаровываются. Они делают слишком много и слишком быстро. А дальше я покажу, как понять по телу, что память начала включаться. Есть простой маркер, который почти никто не отслеживает. Это утренняя ясность. Если на 5-6 день вы просыпаетесь без тумана в голове, значит яйца усваиваются правильно. Если наоборот появляется тяжесть, нужно скорректировать питание. Что делать? В этот день яйца едят только с тушеными овощами: кабачок, брокколи, цветная капуста. Без соли, без соусов. Такой день работает как перезагрузка. Именно этот шаг позволяет продолжить курс без вреда.
Напомню, подпишитесь на канал. Дальше будет ключевая ошибка, из-за которой яйца портят память, а не улучшают ее. Теперь о том, как нельзя есть яйца, если цель – память. Самое опасное сочетание – яйца плюс сахар. Даже мед, даже немного. Сладкое блокирует холин, и вместо поддержки мозга вы получаете скачок инсулина. Это подтверждается наблюдениями нутрициорнов и практикой. Если хочется добавить вкус, используйте специи – куркума, паприка, черный перец. Они усиливают нейронные связи. Именно здесь скрыта правда, о которой не говорят в популярных видео. И если вам важно здоровье мозга, поставьте лайк прямо сейчас. Это действительно ценно. Отдельно скажу о мужчинах и женщинах после 40 лет. Для них яйца работают иначе. В этом возрасте важно добавлять магний, иначе холин не доходит до нужных зон мозга. Народный способ – вечером через 3 часа после ужина стакан теплой воды, плюс 1 чайная ложка какао без сахара. Пить 5 дней подряд. Это мягко расслабляет сосуды и усиливает эффект утренних яиц. Без этого шага многие говорят: «Я ем яйца, но ничего не меняется». Меняется, просто не там. И вот мы подходим к самому интригующему моменту. На 8-10 день у части людей появляется кратковременное ухудшение памяти, и это пугает. Но именно здесь большинство бросает курс, и зря. Это не откат, а перестройка. В этот период важно сделать паузу. 1 день без яиц, больше воды и прогулка минимум 30 минут. После этого память часто становится стабильнее, чем была до начала. В следующей части я подробно разберу, как закрепить эффект и не навредить сердцу. Обязательно досмотрите до конца. Финал самый важный. После адаптационного периода приходит фаза закрепления эффекта. Теперь яйца нужно есть через день. 1-2 штуки за прием. Я комбинирую их с легким салатом из огурцов, помидоров и зелени, заправленным чайной ложкой оливкового масла. Такой прием оптимизирует усвоение холина и витаминов В, улучшает работу памяти и концентрацию. Если вы хотите усилить эффект, добавляйте к этому упражнение на внимание, концентрированное дыхание 5 минут. Дышите медленно, считая вдох и выдох. Это простая практика, которую я рекомендую каждому. Важно помнить, что яйца не универсальный продукт. Если у вас есть склонность к повышенному холестерину, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Но есть народный способ снизить нагрузку. 1 стакан теплой воды с 1 чайной ложкой яблочного уксуса. Пить за 15 минут до еды. Это помогает печени переработать жиры, улучшает работу желудка и сосудов. Я практикую такой ритуал утром, когда делаю омлет, и чувствую себя легко, без тяжести. Именно сочетание питания и простых народных приемов создает эффект, о котором мало кто говорит. Теперь расскажу про суперпростой рецепт для памяти. Яйцо плюс авокадо. Половинка авокадо, размятая вилкой, плюс 1 вареное яйцо. Можно добавить зелень по вкусу. Есть медленно, желательно 10-15 минут, тщательно пережевывая. Такой прием активирует нейроны в зонах мозга, отвечающих за концентрацию. Я проверяла на себе. Через неделю заметно улучшается внимание и скорость реакции. Не верьте тем, кто говорит, что яйца вредны сами по себе. Важно сочетание и дозировка. Для укрепления памяти я добавляю легкие физические упражнения. 3-4 раза в неделю короткая гимнастика для шеи и плеч. Сидя или стоя, делаю повороты головы, наклоны, круговые движения плечами. Всего 5 минут, но это улучшает кровоток к мозгу, помогает холину и витаминам В достигать нейронов. Совмещая это с употреблением яиц, вы буквально включаете механизм памяти. Не пропустите, в конце видео я покажу финальную комбинацию питания, упражнений и напитков, которая дает максимальный эффект. И вот момент, который часто игнорируют – ощущение усталости после еды. Если оно есть, значит тело не успевает переработать яйцо. Что делать? Добавить 1-2 ломтика лимона в воду перед едой и увеличить потребление воды до 1,5-2 литров в день. Эта маленькая хитрость помогает снизить нагрузку на печень и сосуды, и память начинает работать лучше.
Интрига. Через 14 дней вы заметите, что ясность мысли приходит даже в самые напряженные моменты. И не забывайте, лайк, комментарий, подписка — это помогает каналу расти и делиться полезным с другими. Теперь переходим к фазе закрепления. На 12-13 день я рекомендую слегка варьировать блюда с яйцами. Например, омлет с кабачком и шпинатом, добавляю щепотку куркумы и черного перца. Это улучшает усвоение холина и антиоксидантов, укрепляет память и внимание. Обязательно пережевывайте медленно, чтобы активировать пищеварение и обеспечить максимальное усвоение полезных веществ. Также делаю легкую зарядку после завтрака. 5 минут движений для плеч, шеи и кистей рук. Это помогает кровотоку достигнуть мозга быстрее. Многие спрашивают, можно ли яйца с молочными продуктами? Да, но с осторожностью. Например, небольшая порция творога или йогурта без сахара через час после яиц. Это поддерживает баланс белков, не перегружая печень. Я лично рекомендую такой подход людям старше 35 лет, чтобы мозг работал лучше, а память оставалась ясной. Маленький секрет. Добавьте в творог чайную ложку измельченных орехов. Это усилит антиоксидантный эффект. Важный момент. Дневная доза воды. Я пью 1,5–2 литра чистой воды в течение дня, чтобы холин и витамины В равномерно распределялись по организму. Без воды эффект от яиц снижается, а мозг может испытывать легкую усталость. Это простая, но часто упускаемая деталь. Также рекомендую каждый день делать короткую прогулку на свежем воздухе. Даже 15 минут улучшают усвоение всех питательных веществ и стимулируют работу памяти. На 14-й день вы замечаете результат. Ясность мысли, стабильное внимание, меньше забывчивости. Но важнее закрепить эффект. Для этого я делаю легкий вечерний ритуал. Стакан теплой воды с куркумой или лимоном, 5 минут дыхательных упражнений и 2-3 минуты медитации. Этот комплекс позволяет организму усвоить все съеденное за день и укрепить память. Напоминаю, подписка, лайк и комментарий — это не просто поддержка, а способ помочь другим открыть правду о яйцах и их влиянии на мозг. И, наконец, заключение. Правильное употребление яиц – это не только питание, но и образ жизни. Вода, прогулки, легкие упражнения, народные рецепты для печени и сосудов. Если соблюдать все шаги, эффект на память и внимание становится заметен уже через 2 недели. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, кому полезно. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые важные видео. Благодарю вас за просмотр. Ваша поддержка вдохновляет нас создавать больше полезного контента.